Всем привет! Мы уезжаем на Черное море на машине с двумя детьми. И из этого ролика вы узнаете, как я буду заправляться по скидочной карте на заправках, получится ли заправиться по 30 рублей за литр 95-м бензином на Роснефти, а куплю ли я свой транспондер для платных трасс или нет. Я его, кстати, приобрел перед выездом за 4000 рублей. Весной я ездил, конечно, без него, а сейчас поеду с ним. А также вы увидите, как мы будем ночевать в палатке вместо гостиницы у дороги. И стоит ли оно того вообще? Экономия или комфорт? Что выбрать? А теперь поехали. Мы выезжаем из Московской области на Черное море. А конкретно в этот раз мы поедем в Грузию, в Батуми, всей семьей. Сначала был план поехать в Сочи, Адлер. Однако на семейном совете решили посетить Грузию. Весной я ездил туда без детей в командировку, а теперь решили ехать полным составом на отдых. Также в пользу Грузии стало отсутствие пробок на дорогах, таких как на отрезке Джугба-Сочи, как вспомнишь, мурашки по коже. В Грузии более южный климат, а в Сочи субтропический пояс только начинается. А Батуми – это прям эпицентр субтропиков. Обязательно хочу сводить детей в Батумский ботанический сад. К этой поездке я основательно подготовился. Приобрел транспондер Типас для платных дорог Автодора, всего за 4000 рублей. В машине заменил сайлентблоки, масла в редукторах и в двигателе, обновил прошивку на авто, установил лимитер. У меня нет круиз-контроля, поэтому, чтобы не попадать под штрафы, я установил лимитер. Это программное ограничение скорости, чтобы выше, к примеру, 130 км в час не ехать. Ну и самое интересное, я взял палатку и спальники. Попробуем заночевать на природе. Мы так делали с родителями в детстве, и я решил повторить былое уже со своими детьми. Я еду без особого напряжения, так как несколько месяцев назад уже ездил по этому пути. Так что примерно я понимаю, что меня ожидает. Знаю, где в пути лучше покушать и как максимально увлекательно доехать до моря. В первую очередь, непосредственно перед самым выездом, необходимо посмотреть Яндекс.Пробки, чтобы понимать, есть ли на автодороге какие-то происшествия или же все пройдет в штатном режиме. Понятно, что перед выездом все может быть идеально, а потом в процессе поездки резко образуется пробка и нужно стоять пару часов. Всего не предусмотришь, конечно. Поэтому смотрим в навигаторе пробки и планируем каждый день проводить не более 9 часов дороги. Наш путь лежит через Воронеж, Ростов-на-Дону, Ставрополь, Владикавказ, Гудаури и Батуми. Конечной точкой нашего маршрута станет город Батуми в Грузии, на Черном море. Полный бак заправлен, дети в предвкушении морских купаний. Также я пользуюсь полезным сервисом для фиксации цен на заправках по России. Если на картах ввести АЗС, то будут показаны цены на всех заправках по России. Мы увидим, что 95-й бензин стоит 55 рублей за литр. Ближе к морю цена будет увеличиваться на 2 рубля за литр. Также можно сравнить цены на разных АЗС, на Лукойле, Газпроме или Роснефти. Мой путь лежит через Ефремов, Елец, Воронеж и Павловск. В Воронеже я заеду к приятелю, а переночую в палатке уже в Павловске. Это примерно 9 часов пути. Радует, что дороги в нашей стране с каждым годом становятся лучше. Уже нельзя ставить в пример Европу, особенно Сербию или какую-нибудь там Испанию. Надеюсь, что достигнут поставленных целей. Ехать очень приятно. Но огорчает то, что стоимость проезда через платные участки Воронежской и Ростовской области растет с каждым годом. Сейчас мы проезжаем как раз такой участок, и вы можете наблюдать цену за проезд. А таких участков будет больше 8 на нашем пути. Итак, друзья, подъезжаем к участку платной дороги. Вот у нас есть специальный гаджет, который позволяет нам проехать по транспондеру, не снижая скорости. Вот, держим дистанцию, смотрим. Вот, все, шлагбаум открылся, пикнуло, проезжаем. Вот, устройство у нас прицеплено вот здесь вот. В общем, это Типас, который позволяет нам проезжать. Вот так мы проезжаем без очередей и остановок пункта оплаты благодаря транспондеру Типас. Весной приходилось терять по паре минут на каждом пункте, а сейчас просто пролетаем на скорости.
Транспондер крепится на ветровом стекле транспортного средства при помощи кронштейна на двухсторонний скотч. При оплате проезда на пункте взимания оплаты достаточно снизить скорость до 30 км в час. Доволен ли я покупкой и окупил ли Типас себя, я расскажу в конце поездки, после проезда всех платных пунктов. Важное действие, которое необходимо сделать до пересечения границы, это бронирование отеля в Грузии. Ведь грузинских сим-карт у нас нету, значит интернета не будет. Поэтому с российской сим-карты заходим на сайт georgiagrusia.com и бронируем гостиницу. Выйдет на 20% дешевле букинга. У нас 10 дней вышли в 45 тысяч рублей на семью. На четверых в шикарном отеле с бассейном. И это в самый разгар сезона в августе. На букинге подобный номер нам бы обошелся в 70 тысяч рублей. Причем предоплата не нужна, оплатите уже на месте наличкой. Никаких рисков, пользуйтесь. По пути собираемся заехать к приятелю в город Воронеж. Прокатимся по этому городку, посмотрим, как живут в 700 километрах от Москвы. Стрелка бензина стремится к нулю, пора заехать на заправку. Сейчас заправим машину по 38 рублей за литр. Чтобы были такие цены, нужно пользоваться скидочными картами. Время вечер, смеркается. Мы сейчас будем искать место для палатки, утром будем выдвигаться в сторону Ставрополя. Мы уже сняли квартиру, запланировали погулять по городу, чтобы дети немного отошли от дороги, помылись, отоспались. А сейчас надо ставить палатку и разбивать лагерь в полной темноте. И вот мы проснулись. Утром вышли из палатки, огляделись, а место для ночевки, оказывается, мы выбрали довольно благородное. Прудик, природа, деревенский воздух. Эх, остаться бы тут еще на пару деньков. Конечно, я выбрал бы ночевать в палатке и дальше, но с учетом детей приходится думать о комфорте, гигиене и понимать, что усталость у взрослых и детей накапливается по-разному. Поэтому снова в путь. Мы поедем на природу, крайне пуганых коров, нездоровые уроды, жертвы грязных городов. Чем лечить себя калеку? Надо только на денек просто сунуть морду в реку и дышать через пупок. Мы торгаши мастеровые, бизнесмены, доктора, разночинцы удалые, пьянь Господня, фраера. Мы любители порока, мы вместилище греха, но мы ж хотим припасть к истокам, а не просто забухать. Нам надо на травку, нам надо в лесочек, потрогать козявку, понюхать цветочек. На перекус и разминку мы остановились в примечательном местечке в Ростовской области. Город Каменск-Шахтинский, байк-отель. Это место нравится всем мотоциклистам и детям. Тут есть музей СССР, кафе, отель и парк «Патриот» рядышком через дорогу. Знаковое местечко. Всем рекомендую остановиться и погулять здесь. Мы тут решили перекусить, потому что это место очень атмосферное. Чисто и аккуратно, стоит посетить только для ощущения настоящей байкерской обители. Детям очень понравилось. Поели с аппетитом и не пришлось долго ждать, очередей тут вообще нету. Есть бесплатный Wi-Fi и столики на террасе в виде стареньких кабриолетов. Мне это напомнило кафе из фильма Квентина Тарантино «Криминальное чтиво», где Траволта и Турман исполнили свой легендарный танец. По времени до заката оставалось еще 4 часа, поэтому впереди нас ждет ночевка в квартире в Ставрополе за 1850 рублей. Я обязательно покажу, что из себя представляет эта квартира, и погуляем по городу Ставрополь, стоит ли в него заезжать или проехать мимо. Так что будете проезжать на мототехнике, welcome сюда.
Каменец-Шахтинский. Ехали мы, и у нас тут появилось вот такое сообщение на табло. Надо долить масло. В Ставрополе займемся этим вопросом. Первый раз вообще за 150 тысяч километров появилась такая надпись. Нежданно, но, думаю, ничего серьезного. Но Ставрополь оказался для меня неожиданно крупным городом с красивыми парками и пешеходными дорожками. В городе очень приветливые люди и красивые пейзажи в окрестностях города. Спальные районы похожи на московские. Видно, что город растет и развивается. В качестве остановки на ночевку вполне комфортный вариант. В общем, друзья, вот такая вот квартира. Всего за 1850, плюс 1000 рублей у них какой там депозит, аванс, не знаю, какие-то еще 1000 рублей, которые потом должны будут вернуть. Вот, есть плита, есть ванна, есть все, что в принципе нужно. Да. Здравствуйте. Вот, можете обращаться вот к этой женщине, она вам поможет подобрать свободную квартиру в Ставрополе. Вот, очень удобно, чистенько, уютно, все. В общем, рекомендую. Да, я обещал вам рассказать выводы про транспондер и сколько вышло трат на платный проезд по трассе. 1421 рубль за проезд в одну сторону. Мой знакомый посоветовал проехать по бесплатной дороге один участок в обход Лосева и Павловска. Тем более, что мне надо было там остановиться. Считаю, что все, что может сделать поездку более комфортной, однозначно стоит своих денег. Впереди еще обратная дорога и новые автопутешествия, и в разных направлениях есть платные дороги. Я считаю, что 4000 рублей за Типас вполне себя оправдывает. Проехать можно не только где указан знак Типас, но и где указана оплата картой там или наличными. Это на случай, если будут пробки по линии Типас. Или кто-нибудь будет тупить и сдавать задним ходом. А следующей ночевкой мы выбрали место непосредственно у границы России и Грузии под названием Кармадонское ущелье. Это знаменитое место, где погиб актер Сергей Бодров со своей съемочной группой. Место очень аутентичное, настоящее ущелье, и ночевка в палатке в ущелье должна отличаться от воронежских полей и просторов по ощущениям. Найти свободное место в потемках не так-то и просто, а уж в летнее время тем более. Наше место для стоянки было на берегу реки. Вот так вот поставили палаточку. Дорога на Кармадон. Вот там даже видно горы. Луна сегодня яркая. Вот. Машинка стоит, отдыхает. Вот, а там у нас речка. Мест не так много на самом деле на берегу рек. Все в основном заняты базами. Но немножечко вот такого трэша можно наблюдать. А вот и речка. Ставим будильник на 5:30 утра. Ночью произошло одно небольшое происшествие. Жена проснулась так резко и дергнула меня в бок, что кто-то лезет в нашу палатку и громко фыркает. Паника ночью в палатке — так себе пробуждение. Я быстро вскочил и ткнул ногой во что-то лезущее в палатку. Еще и громко крикнул «фу». Почему-то мне показалось, что это могла быть собака. И вроде подействовало на какое-то время. Заснуть после такого было непросто. Поутру, к моему удивлению, мы обнаружили нескольких щенков, играющих возле нашей машины. Сон на природе выдался отличный. Свежий горный воздух, прекрасный вид на ущелье и горная река. Итак, друзья, мы подъехали к таможенному посту Верхний Ларс, практически без пробок. Перед нами где-то машин 10. Время нашего прибытия на место 6:40. Вот чем воспользовались рекомендацией многих и поехали с утра пораньше. Вот.
Так что теперь посмотрим, сколько у нас займет время прохождения самой границы. Итак, грузинскую таможню мы настигли, а в российской пришлось постоять целый час. Вот, несмотря на то, что особого скопления машин не было, но вот так движется трафик. Вот. Детям на грузинской таможне пришлось выйти. Вот. А я один сейчас в машине. Чисто для машин проезд, проверка документов. Страховку я покупал после пересечения границы. В Грузии, в отличие от Турции, можно так делать. Итак, друзья, сделали страховочку после проезда границы. Страховка в рублях на месяц обходится в 2700 рублей. Но если у вас есть лари, то в ларях это будет 60 лари. Вот, по курсу можете посчитать по текущему, насколько они конвертируют. Вот, у меня получилось, что конверсия там 45 рублей. Вот, но у меня были лари, поэтому страховку оформили за 60 лари на 1 месяц. Так что едем дальше. И что всегда шокирует и восхищает при въезде на территорию Грузии, это горные пейзажи. Ущелья и горные реки видны прямо с дороги. К сожалению, регистратор перезаписал карту памяти, поэтому я могу вам показать лишь дорогу от курорта Гудаурия до Тбилиси. Но эта дорога не менее восхитительная. Следует отметить, что благодаря посещению Кармадонского ущелья шок был не таким сильным, как при въезде напрямую с Владикавказской трассы. Кармадон нас уже подготовил к величию гор. В этом месте вас ждет потрясающий вид на знаменитую гору Казбек, и можно посетить действующую Троицкую церковь. Добраться до места несложно, главное не сворачивать на грунтовую дорогу. Так, господа, мы заехали на смотровую площадку, чтобы полюбоваться прекрасными видами на очень высокие горы Казбек. Вот, и здесь есть храм. Храм находится на возвышенности, вон там. Храм, как было написано на карте Святой Троицы. Сейчас пойдем проверим подробнее, узнаем. По пути мы набрали чистой горной воды из источника в этом месте. Следующая остановка была в районе Гудаури, это арка дружбы народов. Там стоянка платная, но можно проехать чуть дальше и остановиться на повороте на грунтовую дорогу. Движение тут очень активное, будьте внимательны, переходя дорогу. Проход к арке бесплатный. В зимнее время там бывает много снега и не всегда это место доступно. Вид захватывает дух. Подходя к краю площадки, вас удерживает от срывов в пропасть ограда с широкими пролетами. Туристов было не так много, и нам удалось сделать несколько хороших кадров. Это незабываемое впечатление. Я давно хотел посетить эти места. Хотелось бы, чтобы памятник дружбы народов не был нашим прошлым. Через 500 метров поверните налево. Здесь вот можно перекусить, заправиться, поменять валюту. В магазине дорого. Вот они, местные кандидаты создания пробок. В следующем выпуске вы узнаете, как мы доехали до Батуми, покажу грузинские дороги, весь маршрут я снял на регистратор. Покажу отель, который мы забронировали со скидкой 20% от официальной цены. И вам расскажу, как это сделать. Осенью цены в грузинских отелях будут сильно снижены. Узнаем, реально ли за 2000 в день что-то снять в разгар бабьего лета. А также узнаете о всех парках и развлечениях на Черноморском побережье Грузии. А также покажу место, где после пересечения границы лучше менять деньги по выгодному курсу. Оставайтесь на связи.